Всем привет! Как мы вам и обещали, мы находимся в новом своем офисе. Это будет у нас мастерская, она 100 квадратных метров. Здесь огромное пространство для нанесения декоративных штукатурок, и мы прямо начнем с оформления вместе с вами. То есть выстроили перегородки и будем их шпаклевать. Мы вам покажем, как шпаклевать гипсокартон, как проклеивать швы, как наносить декоративную штукатурку, много-много-много вариантов, много-много. То есть все образцы, целая куча образцов мы будем наносить вместе с вами. Лайфхак такой, смотрите. Если вы хотите очень срочно что-то зашпаклевать, прямо очень срочно вам надо, но у вас нет с собой одежды, переворачиваем штаны и опа! То есть вы сможете спокойно уехать домой, например, с какого-то другого места, поработали, переоделись, доехали дома, дома стираем. Ну, это так, в качестве бреда. Давайте приступим. Давайте начнем с гипсокартона. Стена обшита гипсокартоном или это перегородка, неважно. Посмотрите шов. Вот у нее заводской шов. Я этот шов буду расшивать. Что такое расшивать? Я вырежу внутреннюю часть вот так. Все швы так нужно расшить. Смотрите, что значит нужно расшить? Я их разошью, и я всегда расшиваю эти швы. Почему я так считаю? Потому что здесь, ну скажем так простым языком, бумага, а я хочу, чтобы гипсовая смесь, которой я буду в последующем обрабатывать эти швы, чтобы гипсовая смесь сцепилась вот с этим гипсом. Ну то есть внутри-то гипс у гипсокартона. Ну, какое-то я масло масляное говорю, но вот это суть, то есть вот этот шов нужно расшить. Старайтесь не зашпаклевывать прямо вот так, по существующему, по заводскому краю. Он должен быть расшитый. И мы эти швы расшиваем по всем стенам, вот так. То есть делаем такой конус. Во-первых, для того, чтобы шпаклевка гипсовая сцепилась с гипсом внутри вот этого листа, во-первых, а во-вторых, гораздо легче будет заполнить этот шов. Нам нужно этот шов заполнить. Если вы будете вот в эту дырочку запихивать, в тоненькую, она у вас с большей вероятностью только поверхностно будет там, эта шпаклевка, а внутрь она в углубление очень сильно вряд ли полностью заполнит. Расшиваем. Ну, мне кажется, все тут. После того, как вы швы расшили, то есть создали им в шве место для штукатурки, конус такой вырезали, стену нужно обильно загрунтовать. Грунтовку давайте повернем. Вот так. Стены грунтуем. Во-первых, потому что это обязательно нужно. Во-вторых, здесь пыль и все это вот постоянно, то есть что-то кто-то все время сверлит и так далее. Обязательно грунтуем. Грунтуем с помощью телескопички, углы кистью. Не забывайте и не ленитесь прогрунтовать все углы, все места. Лучше лишний раз потратить какие-то 10 минут, уделить время грунтовке, чем потом терпеть какие-то отслоения. Шпаклевка может отслаиваться от существующей стены, если там нет грунтовки и если на стене пыль. Грунтовка сохнет часа 4 примерно, когда-то быстрее. У нас будет сейчас сохнуть дольше, потому что влажность. Здание новое, отопление уже запущено, но, скажем так, еще не совсем прогрелось, мягко говоря. Сноровка не потеряна, можно работать маляром. Если буду голодать, пойду в маляры.
А теперь кистью. Кисточку надо найти. Кисточки нет. Дождь холодный парень. У тебя нет случайно какой-нибудь задрипанной кисточки для углов белой? Вот такая только везу на черный красный. Не, я тогда эту возьму сейчас. Все. После того, как высохла грунтовка, вы уже видите, что цвет однородный, то есть грунтовка высохла, и на ощупь мы это видим, и время достаточно много прошло. Швы гипсокартона, стыки мы будем проклеивать вот такой вот лентой, перфорированная бумажная лента Knauf. Посмотрите поближе, дырочки, перфорация. Вот эта лента предназначена для обработки стыков гипсокартона. Обратите внимание, не серпянка. Сейчас я покажу серпянка, что такое. Вот серпянка. Серпянка – это сетка строительная, узкая, предназначенная для межплиточных швов потолка, русты. То есть, грубо говоря, вот эта серпянка проклеивается в те места, где есть межплиточный шов, он заштукатурен, и чтобы штукатурка не выпала, клеится вот такая серпянка. Другими словами, это то же самое, что вы стены целиком заштукатурили и поклеили сеткой строби. То есть сетка армирует, делает единое полотно, но она не спасает от трещин. Против трещин, и то не всех трещин, то есть есть такие трещины, которые ничего не удержат. Есть много факторов. Против трещин Knauf лента, вот такая перфорированная. Для того, чтобы удобно было ее монтировать, мы ее смачиваем в грунтовке. Это такой небольшой лайфхак, потому что некоторые маляры, они сразу ее сухую начинают клеить. Ну, допустим, зашпаклевали, клеят туда ленту. И лента, это же как, она бумажная лента, и она немножко начинает растягиваться, и у них получаются такие пузыри. Вот чтобы этих пузырей не было, мы его замачиваем, вот этот рулончик, в грунтовке. Но не весь туда его бросаем. Мы его весь бросаем, если точно знаем, что мы его израсходуем. Я не буду его бросать весь, я буду мочить ее частями. То есть прямо ведро вот так вот можно бросить, сколько нужно, и периодически отматывать, и грунтовки туда налить. То есть пусть она там чуть-чуть подмокнет. И как раз пока мы разводим шпаклевку и пока мы шов этот зашпаклюем, у нас намочится лента. Все, пусть она тут лежит, а мы с вами будем разводить шпаклевку гипсовую шпаклевку Фюген. Мы налили в емкость немного воды. Много не наливайте, Фюген застывает достаточно быстро. Вот немного налили, и теперь до удобной консистенции добавляем туда сухую смесь и перемешиваем. Если немного, значит перемешиваем шпателем. А если уже будет больше объем воды и объем сухой смеси, то перемешиваем миксером. Добавляем и перемешиваем. Еще, знаете, хороший материал Унифлот для швов гипсокартона. Но мы сейчас не будем вам его рекламировать, потому что он достаточно дорогой. Он дороже, ну, как минимум, раз в 5, по-моему, чем Фюген. Примерно, да, раз в 5 дороже.
Перчатки надо ли одевать? Удобно? Одевайте. Мне неудобно в перчатках. Все, в принципе. Вот такая густота. Меня она устраивает. Переходим к шву. И давайте на уровне глаз я вам покажу поближе. То есть вы должны вот этот шов как можно глубже туда шпаклевку затолкать. Чтобы у вас стена такая получилась, как единое полотно. Ну, то есть мы ее заталкиваем туда прям в шов. Не будем лазить по всей стене. Сразу же проклеим ленту в этом месте, а потом я пойду уже по стене. Допустим, вот так. Накладываем в заводской шов. Вот здесь же выемка, видят ее все. Накладываем туда разведенную смесь гипсовую фьюген. Теперь мы берем замоченную ленту. Она у нас намокла. И мы ее туда запихиваем таким вот образом. Что мы должны сделать? Мы должны уплотнить. Посмотрите поближе, пожалуйста. Через вот эту перфорацию, вот видите, вот через перфорацию выступает шпаклевка. Тем самым лента закрепится плотно на шве. Лента максимально держит трещины. Максимально. Насколько это возможно. И вот так вот вы должны сделать. И зашпаклевать ее поверх. Закрепили и зашпаклевали. Дальше нужно будет пройтись еще раз, когда подсохнет. Еще один момент. Шов. Обратите внимание, я покажу поближе. Вот здесь вы видите углубление, да? Вот здесь вот впадина. А здесь этой впадины нет. Но и бугра тоже быть не должно, иначе будет у вас это видно. То есть не должно быть бугра. Вот. Ровная должна быть плоскость у вашей стены. Так обрабатываются стыки гипсокартона. Помимо того, что нужно проклеить стыки гипсокартона, есть еще такой момент – саморезы. Эти саморезы тоже шпаклюются гипсовой смесью, вот таким образом. То есть просто вы должны забить дырочку. Вот. Это первоначально, что нужно сделать. Шпаклюем саморезы. Полностью все, что вы видите, все зашпаклевываем. Момент. Вот такие дыры делать, ну, не надо делать, вот такие бугры делать не надо. Вы шпаклюете только саморез. Если где-то сильно не докручен, зовете плотника, чтобы докрутил. Или докручиваете сами, чтобы не было бугров. Все. Есть еще один момент в гипсокартоне, и как и вообще в стенах в любых, наружные углы. На наружные углы мы выставляем армировочный вот такой уголок, перфорированный. Мы его должны отмерить по длине, то есть уголок должен быть такой же длины. Вот. Меряем угол. От верха, от самого до пола. $2,90. Теперь уголок у нас 3-метровый. Мы должны отмерить 2,90. Ну, а точнее 10 сантиметров обрезать проще нам, чем 2,90 мерить. Обрезаем 10 сантиметров. Вот так. Ножницы по металлу.
режем 10 сантиметров, вот так. Все. Отрезаем уголок. Это излишки. Вот так. Меряем, подходит ли он нам сюда по длине. Ничего ли мы не оставили лишнего. Нет, все подходит. Мы не торгуем цементом. Мы не торгуем цементом. Теперь та же самая шпаклевка фюген. Та же самая, чем мы и шпаклевали швы, проклеивали. Мы должны ее на угол нанести вот таким образом. От угла в сторону. По всей поверхности можно это сделать. Берем наш шпатель и накладываем на обе стороны. И в обратный тоже, на другом углу то же самое делаем. Накладываем. И на эту самую шпаклевку мы посадим угол перфорированный. Если хотите, можете крепить его на саморезы. Дело ваше. Я на саморезы крепить его не буду. Я буду сажать его на шпаклевку. Теперь берем уголок и его туда максимально плотно. Вот смотрите, опять же, перфорация. Мы должны надавить. Вот, перфорация. Что такое перфорация? То же самое, что было в ленте бумажной. Максимально далеко, глубоко, вот так вот. Он у нас крепится к углу. Уголок этот. И теперь выравниваем вот таким вот образом. Так происходит подготовка гипсокартона, предварительная черновая к оклейке обоями, например, или под покраску. Первый слой. И еще, вероятнее всего, гипсовой шпаклевки нужен будет еще второй слой. Потому что, как правило, гипсовая смесь проседает в некоторых местах, то есть дает усадку. И то же самое производим наверху. То есть вот таким образом крепится уголок. Сейчас я это все хозяйство доделаю. И еще повторно надо будет тоненький слой снова пройтись, когда подсохнет вот этот первый. Высохла гипсовая шпаклевка. Смотрите, она полностью сухая. Лента бумажная, перфорированная, не отслоилась, не вспузырилась, ничего с ней не произошло. Почему я еще раз это повторяю? Потому что не у всех получается монтировать вот эту ленту, так как есть небольшие нюансы. Мы замачиваем ленту в грунтовке предварительно на небольшое время. То есть замочили несколько минут и клеим. Вот так. Теперь здесь нужно еще подшпаклевать. Для того, чтобы потом уже финишный слой шпаклевки акриловой нанести, вот эти вот просевшие части нужно дошпаклевать. Снова той же самой шпаклевкой фюген мы это будем делать. Я не грунтую здесь, потому что шпаклевали мы вчера, то есть не запылилось ничего. Материал используем тот же самый, сцепление у него хорошее. Здесь мы не грунтуем. А вот уже после того, как мы зашпаклюем, высохнет, уже будем грунтовать. То есть просто наносим шпаклевку повторно. Вот, смотрите, она будет ровненько со стеной. Все вот это уйдет. Все оставшиеся части. Старайтесь не делать бугров. Шпатель держим вот так. Вот. Снимаем излишки вот так.
Если вы будете держать шпатель так, посмотрите, что получается. Бугор. Стараемся наклонить его, вот. Не оставляем бугры. Вот так, все. Больше ничего не нужно. И шпаклюем по всем снова швам. Шпаклюем и оставляем сохнуть. Все. Вы шпаклюете по швам, и вот уголок тоже, который мы выставили вчера, вот этот перфорированный угол, видите, видна перфорация и виден уголок. Здесь тоже добавляем. Вот так. И становится красиво. Уже можно сразу жить, ничего не делать. Уже красиво.